Всем привет! Сегодняшний рецепт для тех, кто любит маковый мак, присыпан маком, а именно маково-миндальный пирог. Очень простой и, кстати, без глютена. Для его маковой основы бисквита нам понадобится мак. Я его заранее подготовила, промыла, залила кипятком, оставила на час, затем воду слила. Миндальная мука, если у вас ее нет, можете очень мелко в блендере подробить миндаль. Белки, желтки, сахар, корица, разрыхлитель. И вся граммовка, как всегда, в описании под видео, не забывайте об этом. И вначале нам необходимо перетереть мак. Это можно сделать либо в блендере, либо в ступке. Перетираем мак в блендере. Затем перекладываем его в тарелку. Сюда же отправляем миндальную муку и разрыхлитель, корицу и перемешиваем. В другую тарелку отправляем желтки и половину сахара. И взбиваем минут 5 до пышной светлой массы и до полного растворения сахара. Кстати, тарелку сразу берите поглубже. Теперь в эту массу добавляем мак и перемешиваем. В другой тарелке взбиваем белки до пышной пены. После чего добавляем оставшийся сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Теперь понемногу добавляем белковую массу к маковой и аккуратно перемешиваем, чтобы масса не опала. Выпекать я буду в кольце диаметром 20 см. Также можно выпекать в разъемной форме. Обтягиваю кольцо фольгой, кладу на противень, выливаю тесто в форму и накрываю дном другой формы. Отправляем бисквит в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-45 минут, все зависит от вашей духовки, но в любом случае готовность бисквита проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухая. И через 30 минут нужно будет снять фольгу, если вы накрывали вашу форму фольгой, либо, как у меня, дно другой формы. Прошло уже 30 минут, поэтому с бисквита можно снять фольгу, либо дно формы, как в моем случае, и еще немного допечь маковую основу оставшееся время. Ну и пока у нас еще есть время, давайте сделаем соус, который мы будем пропитывать маковую основу. Для него нам понадобятся сливки, жирность не менее 30%, масло сливочное и сахар. И вначале мы все ингредиенты отправляем в сотейник. И теперь на средней мощности плиты доводим до кипения, после чего опять-таки на средней мощности потихоньку, постоянно помешивая, доводим крем до такого карамельного цвета. Все, соус готов, можем его перелить в тарелочку. Так, и как раз испекся наш бисквит, поэтому также можем его доставать из духовки. Обязательно деревянной шпажкой проверьте готовность, потому что, как я вам говорила ранее, время выпекания может отличаться, и поэтому спустя 30 минут уже проверьте, ваша шпажка должна быть сухой. Теперь я уберу бисквит на такую решетку, для того, чтобы он не пересушивался. И теперь немного подождите, пока фольга хоть чуть-чуть остынет, потому что нам ее и металлическое кольцо нужно снять, но при этом не ждите полного остывания вашего бисквита, он нам нужен теплый, поэтому ждем буквально чуть-чуть. Как только можете снять фольгу, снимаем. Если же у вас разъемная форма, то вообще никаких проблем нет, сразу можете с помощью пергамента переставить ваш торт на тарелку, на которой будете его презентовать, и сразу же делать следующие действия, которые мы будем сейчас делать. Полностью снимаем фольгу.
Ножом отсоединяем бисквит от формы и снимаем кольцо. Перекладываем бисквит на тарелку и прокалываем его толстой шпажкой. В получившиеся дырочки вливаем крем. Видите, он у меня немного загустел, пока я ждала остывания фольги, но все равно он проник в дырочки. После того, как бисквит остыл, можем убрать его в холодильник для того, чтобы он охладился, примерно на минут 30. В это время приготовим сливочный крем для украшения. Нам для этого понадобится сливочный сыр, у меня маскарпоне, сливки, опять-таки жирность не менее 30%, сахарная пудра и цедра лайма. Давайте начинать. В дежу комбайна отправляем все ингредиенты. Перемешиваем блендером до устойчивых пиков. Я это делаю в высокой деже, так как сливки сильно брызгаются. Готово. Получаются вот такие устойчивые пики. Перекладываем крем в мешок. У меня насадка Saint-Honoré 12 мм, но насадка тут не важна, можно обойтись и без нее. Можно выложить крем шпателем, либо просто ложкой. Достаем охлажденный торт и украшаем его кремом. Я решила сделать в виде обычных полосочек. Пирог готов. Давайте отрезать кусочек. Вот такой невероятный результат получился. Пирог готов, вы его только что видели в разрезе, он супер маковый внутри. Я думаю, что любители мака его точно оценят. Вы видели, что в приготовлении этого пирога ничего сложного нет, готовится он очень быстро и просто. Я на этом буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч!